Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев снова затопило. За окном 7 марта 2024 года. Я нахожусь на Оболоне. Слева от меня туда уходит Оболонская набережная, куда мы сейчас и отправимся, чтобы в этом сами удостовериться. Но до этого я хочу показать вам то, что меня повергло в шок. Посмотрите на эту развязку. Что вы тут видите? Це скарб. Ну, кроме того, что фонарики, светофорчики для велосипедистов, сенсорные кнопки, которые, по идее, в будущем будут переключать, да, как в Европах, сигнал светофора. Но вот это я доселе нигде никогда не видел. Что это такое? Это подножка для велосипедистов. Вы прикиньте, то есть вот между вот этими двумя столбами тут будет велодорожка. Велосипедист, значит, так подъезжает. И вместо того, чтобы ставить ногу вниз, он просто держится рукой за поручень, а ногу ставит вниз на подножку. То же самое в эту сторону. Смотрите, велосипедист подъезжает. Вот спереди у нас вот тут вот велодорожка будет, ну, а ее разукрасят. Тут у нас пешеходы переходят. Для велосипедистов, соответственно, свой сигнал светофора тоже переключается. Велосипедист подъезжает к этому постаменту, паркуется тут, ставит ногу вниз, рукой держится. И там же рукой сверху, вот тут вот, переключает сигнал светофора и двигается дальше. Вы прикиньте, я был в шоке. Если бы я не был велосипедистом в прошлом, да, не передвигался на моноколесе на велосипеде, я бы даже додуматься бы не смог, зачем этот гаджет тут размещен. За окном сейчас около 3 градусов тепла. Честно говоря, держать камеру в руках более комфортно в перчаточках, чем просто так. Северный мост, Московский мост в прошлом. Там он начинается, я имею в виду парк, и длится. И вот туда мы как раз сейчас с вами и отправимся. Пройдем непосредственно по бережку, посмотрим, как у нас обстоят дела с затоплением. Не забывайте, что ваша поддержка канала – это лайк, палец вверх, вподобайка, это коммент и это подписка. Если вы уже находитесь тут і вам, як то кажуть, до вподоби ці відео, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать. Не перестаю напоминать, что если вы хотите, чтобы в следующих видео было то, что вы хотите, обязательно сообщите об этом. Возможно, вы хотите, чтобы я снял, показал, рассказал о товарах на какой-то конкретный продукт, или какую-то конкретную услугу, или какую-то одежду. Возможно, вы хотите, чтобы я прошелся по каким-то конкретным местам Киева, которые вам нравились или нравятся, и показал их актуальность на сегодняшний день. Тоже об этом, конечно же, напишите. Так, друзья, честно говоря, я, собираясь сюда, оделся, ну так, по-суровому, то есть совсем тепленько. Но возле воды, знаете, чувствуется вот все прям плюс 3 градуса. Еще буквально неделю назад в Киеве уже ходили, ну, конечно, не без курток, но без шапок точно. И поэтому сегодня, когда температура действительно так существенно упала, людей просто смыло. Я сегодня прошелся по рынку, посмотрел мартовские цены на продукты. И что я вам скажу, из-за вот такой вот погоды, холодной, киевской погоды, людей там, по моему мнению, было, ну, раз, наверное, в 5 меньше, чем неделю тому. Так, что у нас? Давайте буду называть это
парк Наталка, да, или Оболонская набережная, не знаю. По сути, парк Наталка начинается там где-то вдалеке, но набережная начинается уже тут. Летом тут более чем комфортно. Лавочки в обе стороны, деревья, которые, видите, покрылись оранжевым цветом, видимо, от брызг, от волн, от воды. И по цвету этих деревьев, я так понимаю, мы можем судить с вами о чистоте этой самой воды. Зимой в прошлом году тут были лебеди. То есть вот они вот тусили вот там вот на перешейке, когда все позамерзало, им там было очень комфортно. В этом году они переселились, переехали, перебежали, перелетели на Днепровскую набережную. Это немного далеко отсюда, и они, как говорят люди, гуляли там. Ну, сейчас мы дойдем, посмотрим. Я вижу так издалека, что, в принципе, какая-то живность там есть. Может быть, то утки, может быть, то какие-то еще птицы-лебеди. От самого начала до самого конца этого парка для велосипедистов, для моноколесников, для скутеристов, электроскутеристов вот такая вот велодорожка тут у нас есть. Как велосипедист в прошлом, как моноколесник в настоящем, выражаю огромную благодарность всем людям, которые не ходят по велодорожкам. Сейчас будний день, сейчас 7 марта. Кто-то бегает по Киеву в поисках цветов, кто-то в школе, кто-то на работе, потому что сейчас середина дня, и поэтому конкретно тут людей немного в парке людей. На набережной мы сейчас, конечно, с вами пройдем еще дальше, но я уже вижу людей немного. И в большей степени их немного, скорее всего, из-за холода, из-за такой прохладной погоды. На градуснике +3, по прогнозу такая погода продержится в Киеве еще около, наверное, недели примерно. Хотя позавчера уже было буквально вот, совсем тепленько. Знаете ли вы, что лебедей и уток нельзя кормить хлебом, потому что хлеб разбухает, и лебеди и утки могут двинуть ноги, лапы. Вот смотрите, первый признак того, что действительно подтопило. То есть, если мы с вами посмотрим вот эту прогулочную дорожку, да, которая идет оттуда, откуда мы с вами пришли, спускается под берег и двигается дальше, то эту самую велодорожку ее чуток подтопило. Вот, кстати, утки, которые я вам обещал, они вот тусят как раз там, где были в прошлом году лебеди. Вот уточки. Вот. У ребят фотосессия. Утки вышли прям из моря, из пучины морской. Устроили себе пляж. Видите, такой залив уточный залив. Ну, ребят, активная фотосессия. Без куртки сейчас. Не сильно жарко, но красота требует жертв. Вот, друзья, посмотрите, как выглядит на 7 марта набережная на Оболоне, Оболонская набережная. Выглядит, скажем так, не радужно, не устрашающе, но еще не радужно. Ровно год назад вот эта вся площадка, она была затоплена. То есть вот реально люди могли только спускаться вот по вот этой насыпи, и все. И дальше тут уже была везде вода. Сейчас тут, в принципе, еще можно, куда ни шло, пройти, вот куда я сейчас и дошел. По информации, на дамбе сливают воду. Это как бы контролируемый процесс, в принципе, но результат видите сами. Сливать начали 5
И вроде бы как закончат 8-го. То есть 3 дня вот такое вот детище. Вот такой вот вид будет. Конечно, если бы действительно март был мартом, да, действительно уже было бы тепленько, то, думаю, воспринимался бы этот потоп намного интересней. Лавка життя. Згадай минуле, подумай про теперішнє, помрій про майбутнє. Лавка встановлена від імені Алли Рожкової, неймовірної жінки, дружини, матері висококваліфікованого психолога та волонтера. Ось такі от лавочки стоять з видом на Дніпр. Друзья, я туда, конечно, грести не буду. Думаю, что вы видите все сами. Если вам этого мало, то пошлите дальше. Пошлите дальше смотреть чудеса природы. Идем мы по берегу. Все красивые достопримечательности, ну как достопримечательности, из домов, да, из особняков, они находятся слева. Вон там вот вдалеке дома просвечиваются. В одном из следующих видеороликов я пройду там по верхам, так сказать, да, там площадки покажу, застройку. Там комфортно, там интересно, там комфортно, там удобно, там красиво. Покажу вам, сравню и покажу цены, да, на жилье, которое покупают некоторые люди на Оболонской набережной. Сегодня у нас задача чуток другая. Но чтобы не пропустить новое видео о ценах на жилье на Оболонской набережной, сами знаете, что нужно сделать. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше по дорожке, по которой в обычное время просто ходят, гуляют люди, кормят уток. Уток они кормят намного правее, да, потому что дорожка, спуски к дорожке. Раз спуск. И там еще один есть спуск. И на эту дорожку они как раз спускаются для того, чтобы покормить уток. Извините, сегодня уточки без пшена, без корма, потому что сюда я приехал прямо под вход в самый парк, без захода в какие-либо магазины. Утки, на відміну від людей, вони взагалі не мерзнуть. Мені так здається, що вони не мерзнуть, тому що, ну, по крайній мірі, вони не подають виду, що вони мерзнуть. Сидять собі, насолоджуються життям, чекають людей, котрі принесуть щось попоїсти. Только что мимо меня прошла бомбардировка голубем, вот, поэтому увернуться успел. Так, сейчас мы проскочим на мостик. Вот видите, тоже затопленная часть, там где мы были, небольшой перешеек был, сухого, и тут у нас идет дальше тоже затопленная. Так, проскочили мы мимо фотографа. Вот этот мостик, кстати, огромнейшее подозрение, что он не сегодня, так завтра тоже будет подтоплен. До воды тут осталось, ну, наверное, сантиметров 5. Друзья, я знаю, что это видео смотрит много людей не с Киева. Напишите в комментариях, а откуда вы? Интересно, потому что одно дело статистика в YouTube, да, я вижу, да, там вы с каких стран, а с какого вы города? Напишите, интересно, кто смотрит это видео, интересно ли вам его смотреть, или вы просто залетный человечек, который хочет что-то посмотреть про Киев. Поделитесь своим мнением, как вам данный формат данных видео. Видите,
вот эти вот камни справа, снизу, там где по подобию айсбергов для пингвинов сейчас оккупированы племенами уток. Вот эти вот камни, на эти камни в обычное время залазят детишки, и аж за этими камнями, вот аж вот там вот, где-то метра два, там начиналась уже вода. Сейчас эти камни перейти можно. Сюда, 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 прыг, 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 прыг. Но только если осторожно. Скорость течения воды. Сравните. Скорость течения воды. Вот возьмите какую-то вот палочку, да, которая вот там вот плывет, к примеру. И вот посмотрите на скорость течения воды. Посмотрите на утку вот с этой зеленой головой, которая гребет, 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 гребет. И против течения никак она не может выгрести. Она просто гребет на месте. Нужно грести к берегу. Это место, конкретно вот это место, оно и летом, и весной, и осенью, это место для кормежки уток. То есть сюда приходят люди, спускаются с парка, там детская площадка, сюда пришли, и тут просто утиный рай. Что нужно детям? Утки, голуби. Что нужно уткам? Корм, который им приносят. Идем дальше, смотрим, что у нас есть еще посмотреть по сегодняшней теме. Вот такие вот беседочки. Беседка с видом тоже летом скрыться от жары, с видом на Днепр, с видом на мост, с видом на Днепр. Велодорожки, по которым, кстати, вот конкретно в этом месте, в этом парке людей не ходит много. То есть тут достаточно места, если мы с вами, да, посмотрим, вот ширина. Вот я стою, слева есть место и справа есть место. То есть ширины хватает вполне, чтобы разминуться с встречным, так скажем, встречными людьми. И справа велодорожка, там, кстати, тоже достаточно места, чтобы разминуться. Слева вон мы видим, там тренируются дети в футбол, баскетбольные площадки, а сверху те дома, о которых я говорил. В следующий раз пройдемся там, сравним цены. Видите, вот деревья в воде, которые стоят, вот там вот была суша. То есть до самого последнего дерева, вот дерево, вон дерево, там была суша. По высоте я не знаю, сколько это, может быть метр, может быть меньше, может быть больше, но по расстоянию до берега, ну вы видите, да, тут метров, наверное, 8 точно есть. Сейчас мы дойдем дальше, сейчас дойдем прямо до места, где сидят рыбаки, посмотрим, насколько подтопило их кладки. Сверху, на таком вот возвышении, вы видите заканчивающиеся ремонты киевского кессона, если я правильно выговорил, называется он вот так вот, кессон. В прошлом, если мне не изменяет память, это был какое-то бетонное сооружение, которое должны были спустить под землю, под Днепр. Под Днепр для того, чтобы по нему ездило метро, ну, то есть, грубо говоря, туннель. Сейчас этот кессон заканчивают ремонтировать, реконструировать, и там будет нечто подобное какому-то, я даже не знаю, какой-то локации, в которой люди смогут и отдохнуть, и погреться, и испить чая, и, возможно, рестораны, и, возможно, какие-то заведения формата клубов и так далее. Так, вот одна из, судя по всему, кладок, которую разобрал, наверное, даже сам рыбак, потому что, видите, попасть на нее, ну, возможности уже нету никакой. Уткам, видите, как
комфортно и удобно находиться, греться, сидеть. И их никто не достанет, никто не тронет. И не холодно сильно в воде. Вот такой вот кладка тоже. Впереди виднеется очередной мост Кличко, волнообразный. Один мост Кличко, он в районе Европейской площади в центре. Второй мост, который сейчас достраивается, он соединит Оболонскую набережную, где мы сейчас идем, и остров. Сейчас тут какой-то хаос творится. Видите, да, там какие-то промзона прям нереальная. Наверное, осушивают какие-то места. Но если мы так внимательно присмотримся, то я вижу уже даже вот опоры для пола. Да? То есть сами опоры уже волнообразные есть. И уже начинают монтировать дно этого моста, по которому люди должны будут ходить. Ходить, но не ездить. Вот так вот будет выглядеть, планируется, что будет выглядеть этот мост. Видите, вот такой вот пешеходно-экскурсионный. И будет соединять Оболонскую набережную и остров Оболонский. Сверху на таком холоде работают строители. И вот вы видите конструкцию Оболонского моста. Ведет на остров. На острове пустота, то есть сейчас там абсолютно вообще ничего нету. Но, по примеру парка Муромца, думаю, что там в будущем будет тоже развиваться инфраструктура, начиная от кафешек, каких-то спортивных локаций, возможно, байдарочных, лодочных станций и тому подобное. Слева гольф-клуб за забором. Сейчас, понятное дело, в нем, конечно же, никого, никто не играет. Но летом пользуется популярностью активно. Вот. Единственное, что видим мужика, который там прибирает траву после зимы. Так, друзья, отошли мы с вами немного от моста. Вот там вот мы были. Тут у нас гольф-клуб. Вот так вот он выглядит. Все у него отлично, машины стоят. И посмотрите уровень воды. Видите? Это турнички, это брусья. То есть, понимаете, да? То есть, навскидку, ну, наверное, метр, наверное, где-то. Может быть, меньше, конечно, чуть-чуть. То есть, вот там вот мы видим лестницу, которая спускается вниз. Сейчас мы там подойдем, спустимся. И справа тоже я видел лестницу. То есть, какая-то вот часть от берега снизу и на метров, наверное, 5 должна быть, по идее, без воды. Сейчас она с водичкой. Сверху у нас стоит Киевский водный стадион. Написано Киевская міська державна администрация. Городская такая вот штуковина. Летом тут очень много тренировок проводят, детских, взрослых. Тут ставят, видите, вот на каяках, или как они правильно называются, ставят такую площадку, и тут играют водные виды спорта. Вот так вот выглядит спуск, который должен уходить на сухую поверхность. И вот наши затопленные брусья. Как я сказал в начале, при желании можно по этой Оболонской набережной пройти в конец, туда, там потом начинаются пляжи, вокруг, и вот там вот вдалеке, где начинается желтый песок, там как раз вот вход на этот остров или по насыпи, или когда отмель, то можно прям по воде протопать. Итак, друзья, прошлись мы с вами по Оболонской набережной, посмотрели затопленные участки. Такое продлится еще пару дней. Надеюсь, что выше не станет, будет только ниже. За мной начинается Оболонская набережная, ну, собственно, в том виде, в котором она была изначально. Вот там вот сверху, видите, какие особнячки, какие дома у нас стоят, интересные, красивые, главное, дорогие.
В одном из следующих видео обязательно пройдусь уже по вот этой вот набережной, сравню цены, покажу вам. Скорее всего, вы удивитесь. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, обязательно подпишитесь, а лайк и коммент к этому видео по желанию. Также я напоминаю, что если вы хотите, чтобы я показал в видео то, что вам интересно, возможно, какие-то цены на какие-то продукты определенные, какие-то видео с тех мест, которые интересны вам, обязательно сообщите об этом тоже под видео в комментах. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.